Всем привет, ребят, с вами Алексей 24. Не скажу, что быстро, но мне все же удалось прокачаться до максимального 5 уровня фермерства, и я готов поделиться своим опытом и рассказать, как я шел к этому. Если у меня спросят, сколько времени я потратил на фермы, чтобы взять 5 максимальный уровень, то я даже не знаю, что на это ответить. Дело в том, что привилегиями на серваке я не пользуюсь, и випки у меня тоже нет. Я как честный работяга приехал, взял работу, переоделся и вперед. Общее время, которое ушло на прокачку, я как-то не засекал. Работа фермера обозначена на карте большой буквой, найти ее несложно, и добраться из центра города не так уж и долго. Приехав на место, разговариваем с этим челом. Берем работу фермера, и нас переодевают по дресс-коду. Не знаю, интересно тебе это или нет, но на начальных уровнях головной убор выглядит именно так. А при достижении 5 или, по-моему, там 4 уровня, ну, в общем, у тебя будет вот эта крутая шляпа. И она будет у тебя постоянно, как некий бонус фермера. Взяв работу фермера и переодевшись в спецовку, мне стали доступны множество видов работ. А именно, коровник. Его еще называют фермой молока. Название говорит само за себя. 2 точки апельсиновые деревья. Также 2 точки полей. Одно поле для посадки и сбора капусты, а второе для сбора и засеивания пшеницы. Значок с самолетиком — это взлетная полоса. При достижении 5 уровня и наличии лицензии пилота ты сможешь летать и удобрять поля. Техника, необходимая для работы, комбайн или трактор, обычно респамнится тут. Трактор будет доступен уже на 2 уровне. Итак, ребята, приступаю к работе. Начать лучше всего с коровника. Если ты работал на стройке, то ты сразу освоишься с мини-игрой по доению коровы. Действия почти те же самые, также жмякаешь на разные кнопки. Только смотри, не перестарайся. Слишком часто будешь давить не на те кнопки, которые надо. Корова обидится и не даст больше тебе молока. Придется ждать, пока она встанет, или придется бежать к другой корове, но на это уходит драгоценное время. Но, в принципе, потом ты сам об этом поймешь. После успешного доения коровы бежим с ведром к одной из 2 цистерн, отмеченных на карте. Как доставил молоко, сразу получаем первый наш заработок. $35 за одно ведро с молоком. Это твоя ставка на начальном этапе. 500 таких ведер, и 1 уровень фермерства даст тебе уже 43 бакса за каждое ведро. С каждым новым уровнем на ферме за выполнение любой работы оплата увеличивается. К примеру, на 0-м уровне в час реального времени я успевал сдавать от 110 до 128 ведер молока, и получил я 110 ведер умножаем на 35, получается 3850 баксов в час на 0-м уровне. Зарплата на ферме начисляется в Payday, никаких наличных. Работа в коровнике очень утомляет, поэтому можно попробовать себя и в других работах, таких как, например, сбор апельсинов или пойти на поле капусты. Я так и не понял, почему на поле капусты народу всегда было много. Хотя, по моим подсчетам, время, затраченное на количество операций в коровнике, намного меньше. То есть, я хочу сказать, хоть сбор капусты стоит дороже, чем добыча молока, но на сбор у меня уходило ровному 5 ведрам молока. На 5 уровне это выглядит примерно так. На максимально 5 уровне молоко 105 умножаем на 5, получается 525. Капуста 450. Наверное, ты удивился этим цифрам, которые я посчитал, но об этом мы маленько будем попозже. Повторяю время на операцию. Засекал, оно было одинаковое. Только еще учти, что при сборе капусты с ящиком нужно бежать в конец поля. Это еще плюс время.
Дойдя до 5-го уровня, я создал таблицу с расценками за виды работ для конкретно каждого уровня. И, естественно, для каждого уровня своя индексация. Что касаемо прокачки. Для достижения 1-го уровня необходимо выполнить 500 действий на ферме. Повторяю, любых абсолютно действий. Либо ты 500 раз успешно можешь подоить корову, либо 500 раз посадить или собрать капусту. Апельсины и капуста считаются выполненными за одно действие, когда ты сдаешь ящик, а не сбор каждого предмета. Обращаю внимание, ребята, на тракторе со 2-го уровня или уже с 3-го уровня работа на комбайне, когда будет доступна, эта работа не дает очков к прокачке действия. С 1-го уровня до 2-го 500 действий открывается доступ к прополке полей на тракторе. Со 2-го по 3-й уровень это уже 1000 действий. Открывается доступ к посадке пшеницы и ее сбору. С 3-го уровня по 4-й 1000 действий. Все остается так же, как и было, только индексируется вознаграждение. С 4-го по 5-й 1500 действий на ферме и открывается доступ к самолету. Если есть цель быстрее прокачаться, то я бы, наверное, посоветовал до 3-го уровня не вылазить с молочной фермы. Именно на коровах быстрее всего по времени качается персонаж. С 3-го уровня бегом беги на поля. Там за каждую засеянную точку дают 1 очко действия. Плюс по времени выходит быстрее, чем на коровах. По деньгам, правда, особо не разбогатеешь по сравнению с коровами. Но если ты совмещаешь молочную ферму и поля, то прогресс попрет намного быстрее. Прогресс я имею в виду очки действия. На 5-м уровне, как ты, наверное, уже посмотрел в моей таблице, можно неплохо зарабатывать на ферме. Поэтому я думаю, лишним 5-й уровень фермера вообще как бы тебе не помешает. Забыл упомянуть про работу на самолете «Кукурузник». В нее я не успел сильно вникнуть, потому что на ней работать не особо легко, и я бы даже сказал, очень рискованно. Чтобы полететь на кукурузнике, помимо 5-го уровня фермера, еще нужно иметь лицензию пилота. Мне она обошлась в 20 000 долларов. Когда самолет взлетит, пролететь нужно через кольца, за каждое из которых 15 долларов будет оплата. Колец этих будет множество. Пролетев все кольца, можно заработать, где-то предположительно 2500 долларов. Если самолет нормально не посадить или разобьется он случайно, денег мы не увидим. И лицензию пилота тоже отбирают. Да-да, ты меня правильно понял. Брать лицензию пилота придется заново за 20 000 долларов, если потеряешь самолет, либо не сможешь его посадить. Я прокачал уровень максимально. Мне работа фермера понравилась. Рекомендую эту работу для новичков. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. И будет очень круто, если ты подпишешься на канал. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока!